Иногда самая страшная история может начаться с обычного документа, с папки без подписи, с нескольких страниц текста, которые выглядят настолько официально, что невольно возникает мысль: а что, если это действительно произошло? Если вам нравятся страшные истории, городские легенды, необъяснимые исчезновения или тайны интернета, то рано или поздно вы столкнетесь с аббревиатурой SCP. Но большинство людей, знакомых с SCP, не смогут точно объяснить, что же это такое. Одни скажут, что это сборник страшных историй. Другие назовут интернет-мифологией. Кто-то вспомнит монстров. Кто-то секретную организацию. А кто-то архивы странных документов. И все они будут правы лишь частично. Сегодня я хочу рассказать вам не только о самом проекте, но и о том, почему миллионы людей по всему миру уже почти 20 лет продолжают читать истории о вещах, которых не существует. История SCP начинается в том самом 2007 году. В то время интернет выглядел совсем иначе. Не было привычных алгоритмов рекомендаций, а большинство современных соцсетей только начинали набирать свою популярность. Зато были форумы, огромные анонимные площадки, где пользователи публиковали самые разные истории, теории, фотографии и страшные рассказы. Именно на одном из таких форумов однажды появилась короткая запись о предмете под кодовым названием SCP-173. Текст был написан необычным образом. Не как рассказ, не как художественное произведение. Это выглядело как служебный документ. Сухой, холодный, без эмоций. В документе описывалось существо, похожее на статую. Оно не двигалось, пока на него смотрели. Но стоило человеку моргнуть или отвернуться, как объект мгновенно перемещался и убивал жертву. Самое интересное заключалось не в самой идее. Подобных монстров существовало множество, и в книгах, и в сериалах. Необычным был способ подачи. Читатель получал не историю встречи с существом. Он получал архивный документ, секретный отчет, фрагмент служебной инструкции. Создавалось ощущение, будто кто-то случайно получил доступ к засекреченным материалам. Именно это заинтересовало людей и стало отправной точкой для всего проекта. Со временем вокруг первой записи начала формироваться целая вселенная. Изменялась, дорабатывалась многими людьми, появлялись новые авторы, новые документы, новые объекты. Так родился фонд SCP. Внутри вымышленной вселенной это секретная международная организация, которая занимается поиском, изучением и содержанием аномальных объектов. Само название SCP обычно расшифровывают как «особые условия содержания» или как «обезопасить, удержать, сохранить». Согласно легенде, человечество живет в мире, полном вещей, нарушающих привычные законы реальности. Одни объекты способны убивать, другие влияют на память, некоторые изменяют пространство, а некоторые — время. Какие-то объекты настолько опасны, что информация о них сама по себе представляет угрозу. Задача фонда состоит в том, чтобы скрывать существование подобных аномалий от обычных людей. Поэтому каждая история оформлена как внутренний служебный документ организации. Именно эта идея оказалась невероятно сильной. Большинство хоррор-историй пугают напрямую. Они показывают монстра, описывают страх, заставляют сопереживать героям. SCP действует иначе.
Читателю редко рассказывают саму историю. Вместо этого ему показывают ее последствия. Протоколы экспериментов, медицинские заключения, стенограммы допросов и отчеты сотрудников. Вырезки документов с недостающими страницами и засекреченными фрагментами текста. Воображение начинает само достраивать недостающие детали, выделяя что-то пугающее для себя самого. Со временем количество объектов стало исчисляться тысячами. Некоторые из них приобрели каноничный, почти культовый статус. Например, SCP-087. На первый взгляд это обычная лестница. Однако все попытки достичь ее конца заканчиваются неудачей. Лестничные пролеты продолжаются дальше и дальше. Исследователи спускаются все глубже. Освещение постепенно исчезает, а впереди слышится плач ребенка. Чем дальше они идут, тем сильнее становится чувство, что впереди их ждет что-то живое, что-то, наблюдающее из темноты. Именно неизвестность делает эту историю настолько тревожной. Читатель никогда не получает полного ответа. Другой знаменитый объект SCP-096. Существо, которое большую часть времени выглядит безобидным. Оно сидит неподвижно и не проявляет агрессии. Проблема возникает в тот момент, когда кто-то видит его лицо. Неважно где, на фотографии, на записи с камеры, на спутниковом снимке. После этого объект начинает двигаться к человеку, который его увидел, с целью его устранения. И остановить его практически невозможно. Самое пугающее здесь – абсолютная безнадежность. Ошибка уже совершена. Спастись невозможно. Но SCP известны не только монстрами. Одним из самых популярных объектов стал SCP-3008. Бесконечный магазин мебели одной известной шведской компании. Снаружи он выглядит как обычный гипермаркет. Однако внутри пространство продолжается практически бесконечно. Тысячи коридоров, тысячи залов, тысячи одинаковых экспозиций. Люди заходят внутрь и больше не могут найти выход. А ночью магазин меняется. Освещение гаснет, а сотрудники начинают вести себя совсем не так, как должны. Эта история играет на другом страхе. На страхе потеряться, на страхе оказаться в месте, которое кажется знакомым, обычным, безопасным, но постепенно становится чужим. Но есть еще одна причина популярности SCP. Люди любят тайны, любят расследования, любят ощущение того, что за отдельными историями скрывается что-то большее. Каждый документ становится частью огромной мозаики. Что где-то в глубине этого мира находится секретный архив. Огромный, бесконечный, заполненный тысячами папок, каждый из которых содержится описание чего-то необъяснимого, чего-то такого, что не должно существовать. Читатель открывает один файл, потом второй, третий, 10, и постепенно начинает чувствовать себя исследователем, изучающим неизвестный мир. Мир, который существует где-то за пределами обыденности. Эта атмосфера и превратила SCP из одной форумной записи в один из крупнейших коллективных литературных проектов в истории интернета. Вот, например, эта коробка. С виду самая обычная, какими уставлены стеллажи в хранилищах. Когда ее открываешь в первый раз, внутри лишь небольшая папка с фотографией. На снимке письменный стол, настольная лампа, стопка документов и архивная коробка. Та самая коробка, которая сейчас стоит передо мной.
На обратной стороне фотографии надпись. Всего одна строка. Архив выбрал нового хранителя. А также есть несколько листов с инструкциями. В них говорится, что архив не собирает истории. Архив собирает эхо. Через какое-то время в коробке будут появляться новые документы, фотографии, аудиозаписи. После появления нового дела начнется процесс, обозначенный как эхоинтеграция. На ранней стадии история существует только внутри материалов архива. Однако со временем отдельные элементы события начнут проникать в реальность, где в данный момент находится объект. Если процесс не остановить, то история постепенно станет частью данного мира. При этом не имеет значения, являлось ли исходное событие легендой или вымыслом, а трагические события стремятся повториться в точности. Ниже описана процедура сдерживания. На момент составления документа известен только один способ замедлить эхоинтеграцию. Истории должны быть рассказаны, все, без исключения. Чем большему количеству людей станет известно содержание дела, тем слабее его воздействие на текущую реальность. Распространение информации приводит к рассеиванию эха между наблюдателями. По этой причине все материалы архива подлежат обязательной публикации. Если коробка все еще активна, значит последняя запись еще не найдена. Когда это произойдет, необходимость в архиве исчезнет. Я не знаю, кто написал эти инструкции. Не знаю, сколько хранителей было до меня. Не знаю, правдив ли хоть один из этих документов. Но материалы продолжают появляться, а совпадения уже происходят. Поэтому я начинаю вести этот архив. Меня зовут Элара, и это была начальная запись архива Эхо. Следующее дело уже ожидает обработки.